Привет, друзья! Как живет страна, в которой почти каждый второй зарабатывает меньше, чем необходимо для достойной жизни? Германия – одна из самых богатых стран Европы, но десятки миллионов здесь получают такую зарплату, которой не хватит ни на аренду, ни на еду, ни на пенсию. Это не преувеличение, это экономическая реальность, о которой политики предпочитают говорить реже всего. Кто виноват в этом? Почему при полной занятости люди не могут обеспечить себе базовые условия? Сегодня я разберу с конкретными цифрами, реальными примерами и свежими заявлениями политиков. А также расскажу о новых отношениях между Европейским Союзом и Китаем, о крупнейших инвестициях в экономику Германии и о неожиданной реформе, которая затронет каждую молодую женщину в стране. Поддержите видео подпиской и давайте начнем. Каждый пятый, занятый в полный рабочий день в Германии, получает менее 2750 евро брутто в месяц. Это около 4,6 миллиона человек. Еще 40% или 9,2 миллиона получают менее 3500 евро. Представитель партии левых называет это многомиллионным кризисом низких зарплат. По его словам, при высоких ценах на жилье и продукты людям становится все сложнее справляться с расходами. Для будущей достойной пенсии нужен доход в месяц, внимание, от примерно 3300 евро брутто. Это около 20 евро в час. Львиную долю тех, кто зарабатывает менее 2750 евро, ждет пенсия ниже порога риска бедности. В восточных землях примерно 60% занятых получают меньше 3500 евро, тогда как в Баден-Вюртемберге только 33%, а в Гамбурге только 15%. Индустрия называет Германию высокозатратной страной, ведь средние затраты на рабочий час превысили 43 евро. Но эти цифры не отражают реального положения многих семей. Небольшой сегмент получает очень высокие доходы, только 1% зарабатывает больше 213 286 евро в год. Выходит, что Германия – это не страна высоких зарплат, а государство с системными социальными вызовами. Миллионы живут с рисками нестабильного будущего. А теперь срочная новость о новых отношениях Европейского Союза и Китая. Китай заявил о возможности жестких ответных мер на новые санкции Европейского Союза. В свою очередь, Европейский Союз добавил в очередной санкционный пакет несколько китайских компаний и банков, и Пекин заявил, что не останется в долгу. Представитель Министерства торговли Китая сказал, цитата, «Европейский Союз действует в одностороннем порядке и без международной правовой основы». Китай назвал это, цитата, «беспочвенными обвинениями» и пообещал предпринять необходимые меры для защиты интересов своих компаний. В сообщении отмечается, что санкции могут серьезно навредить экономическому и финансовому сотрудничеству между странами. Кроме того, Китай напомнил, он выступает против санкций, которые не санкционированы Совбезом ООН и не базируются на международном праве. Эксперты сегодня отмечают, такие меры могут привести к росту напряженности. Китай ограничил участие европейских фирм в государственных закупках. Это означает, что теперь они не могут выигрывать тендеры по госконтрактам свыше определенной суммы. Кроме того, уже были введены пошлины и ограничения на европейский брендовый алкоголь и мясную продукцию. В итоге наблюдается явная эскалация, Европейский Союз вводит санкции в отношении Китая как ответ на привязку китайских фирм к российским, а Пекин отвечает зеркальными мерами. Основной вопрос, победит ли дипломатия или предстоящая торговая конфронтация приведет к реальным экономическим потерям. Еще неизвестно, но ясно одно, что Европейский Союз и Китай вступили в опасное взаимное противостояние. А дальше давайте перейдем к внутренней политике Германии. Германия готовит сегодня масштабную стратегию против бюрократии и цифрового отставания. Более 60 крупных компаний, включая Siemens и Deutsche Bank, объединились в инициативу под названием «Сделано для Германии». Они обязались инвестировать 631 миллиард евро в экономику и инфраструктуру до 2028 года. По данным инсайдеров, это не просто заявка, это сигнал. Бизнес устал от медленных решений и хочет ускорить реформы. Они требуют реформу правил игры, меньше бумажной волокиты, быстрее лицензии, большей цифровизации. Ожидается, что власти компании скоро встретятся с канцлером Мерцем и министром финансов Ларсом Клинбайлем, чтобы обсудить конкретику, где и как пойдут деньги. Главные требования инвесторов на повестке – это
ускоренный запуск инфраструктурных проектов, снижение бюрократических барьеров и усиление поддержки для инноваций и экотехнологий. Похоже, сегодня бизнес подает четкий сигнал: правительству нужны конкретные действия вместо затяжных обсуждений. Мерц тоже уже назвал это четким сигналом к новым реформам, но теперь главное – это действительно их провести. А дальше еще интереснее. В индустрии Германии бьют тревогу. Компании предупреждают о риске наводнения рынка дешевыми китайскими товарами. Китай наращивает выпуск всего от солнечных панелей до стали и аккумуляторов, и этот поток уже давит на местное производство. Эксперты считают, что избыточный экспорт из Китая может вызвать падение цен, и тогда конкуренция для европейских производителей станет крайне сложной. По данным аналитиков, главное не столько цена, сколько страх за немецкий промышленный потенциал. Немецкие компании уже отмечают снижение маржинальности, что ставит под угрозу инвестиции в ключевые отрасли. Одновременно остается иллюзия доступности для потребителей, но с риском утраты технологической автономии. Новая реальность сегодня заставляет задаваться вопросом, нужны ли защитные меры или вмешательство Евросоюза, чтобы сбалансировать игру. Если беспошлинный поток продолжится, Европа может потерять те конкурентные позиции на фоне промышленного роста Китая. Более того, избыточное предложение китайских книг, электроники, аккумуляторов и солнечных панелей может подстегнуть усиление протекционистских настроений внутри Европейского Союза. И еще интересно, что некоторые немецкие производители уже обращаются к правительству с просьбой ввести квоты или пошлины. Это редкий тот шаг для экономики открытого государства. И даже пока официальных решений нет, внутри Европейского Союза обсуждается механизм экономической защиты в стиле антидемпинга. В итоге мир выглядит иначе. Чтобы сохранить индустриальный потенциал, Европа может пойти по пути регулирования без паники, но с четким пониманием риска. И это не просто тема о дешевых товарах, а вопрос о том, сохранится ли у Германии промышленная независимость и смогут ли европейские игроки конкурировать с гигантской китайской машиной. Если Европейский Союз не отреагирует сейчас оперативно, последствия могут быть долгосрочными, поэтому за привлекательной ценой может скрываться серьезный удар по промышленности. А теперь о том, что редко обсуждается на правительственном уровне. Президент фонда «Открытое общество» заявил, что Германия сидит на рекордном долге в 2,7 триллиона евро, и без перемен ситуация может стать трудноуправляемой. При этом к существующим обязательствам добавляется еще около 1 триллиона евро на инфраструктуру и укрепление обороноспособности, что серьезно ускоряет темпы роста долга. Если первый, например, триллион потратили за 45 лет, с 1949 по 1994 год, второй набежал уже к 2012. И новый вызов, вот он прямо сейчас. Эксперты подчеркивают, что хотя спрос на госбумаги держит свою ставку, реальная нагрузка на бюджет уже ощущается. 120 миллиардов уходит в пенсионную систему, плюс расход на медицину и уход за стариками. По мнению Шпенглера, в таких условиях требуется четкий новый общественный договор, чтобы особенно обеспеченные слои внесли свой вклад. Возвращение налога на богатство, ужесточение контроля за налоговой практикой, борьба с ускользающими доходами – это не просто задача, это необходимость. Иначе высокая долговая нагрузка и недостаточные меры могут подорвать доверие граждан. Опрошенные экономисты в один голос говорят, без справедливой системы перераспределения нагрузки ляжет на средний класс, который и сейчас платит за Германию больше, чем когда-либо прежде. Около 50% зарплаты уходит на налоги и соцвзносы. Внутри политического спектра уже открыто обсуждают варианты, например, от возврата налога на имущество и реформы налога на наследство до прямого обложения пенсионерам с доходом выше 4000 евро в месяц. Подобные шаги могут открыть огромный ресурс для реконструкции армии, инфраструктуры и социальной сферы. Сейчас разговор уже миновал кабинетные споры и плавно вошел в публичную плоскость. Инсайдеры утверждают, если правительство не начнет действовать, экономические и социальные трудности усилятся, и новая фаза нестабильности может стать серьезным вызовом для общества. А теперь вы такого даже не ожидали. Министр внутренних дел Германии Борис Писториус предложил реформу всеобщей службы, которая уже вызывает бурную реакцию, призыв только для женщин.
Идея обсуждается на фоне успехов женской сборной, которая стала поводом для активного обсуждения среди политиков. По данным инсайдеров, теперь женщинам 18 лет будут официально рассылать анкеты для регистрации. Предполагается создать новый такой женский резерв, включающий общественно полезные задачи, то есть охрана, логистика и помощь в кризисных ситуациях. Об этом говорится в документе, попавшем в прессу. Служба будет длиться 6-9 месяцев с возможностью добровольного продолжения. В Министерстве внутренних дел подчеркивают, цель не дискриминация, а равный вклад в общество и укрепление связей с государством через более активную роль женщин. Однако реакция мгновенная. Представители Союза ХДС-ХСС уже выразили сомнения, подчеркнув, что равное участие женщин в защите страны – это прогрессивно, но исключать мужчин нельзя. Сейчас остается главный вопрос: как же общество воспримет эту новацию, как прогресс или как вызов статус-кво? Если информация была полезной, ставьте лайк, подписывайтесь, делитесь этим видео. Спасибо за просмотр.